С момента начала чемпионата мира в Америке прошел почти месяц, и этот месяц в eFootball был неоднозначным, мягко говоря. Помимо того, что в середине июня Konami благополучно ретировались с нашего рынка, попутно блокируя аккаунты, к которым не прикасались какое-то время, параллельно этому они также пытались выпускать контент с участием сборных. Именно что пытались. Как итог, разница в доходах в сравнении с прошлым месяцем, то есть с маем, составила всего лишь 4,7%. Для сравнения, во время чемпионата мира 2022 года и аналогичной кампании в eFootball разница составляла аж целых 75%. Ощутимо, да? Но в чем же разница такого невыразительного мундиаля в игре? Учитывая, что половина турнира позади, давайте оглянемся назад и попытаемся ответить, что не так с летней кампанией в eFootball. Слышишь этот звук? Это уникальный Nissan 370Z. Уже ждет тебя на парковке PlayRock. Его новенький салон вовсю блестит, а в бардачке собрались самые лучшие предложения по монетам в eFootball и множество других предложений. А в багажнике целая куча подарков. Этот неповторимый Nissan, а также iPhone 17 Pro Max, Sony PlayStation 5 Pro, игровой ПК, Nintendo Switch 2, MacBook Neo и еще много всего может стать твоим, ведь это подарки от PlayRock в честь его 4-го дня рождения. Все, что тебе нужно делать с 10 июня по 20 июля, заходить на сайт, совершать покупки или просто выполнять задания, получать Play-токены и обменивать их на билеты в одной из категорий призов. Чем больше билетов ты собираешь, тем выше твои шансы на победу. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом, участвуй в розыгрыше. И помни, если выгоднее и с подарками, значит PlayRock. Для начала давайте внесем небольшую ясность в отношение ранее упомянутой новости, что в 23-й части разница в доходах составила 75%. Дело в том, что на момент чемпионата мира 2022 года eFootball, по сути, только-только разгонялась. 22 год. В апреле наконец-то начинает работать онлайн, да и в целом игра переживает глобальное обновление игрового процесса. Мы получили обновление до версии 1.0.0, которое исправило игру и привело ее в тот вид, к которому она должна была выйти изначально. Вскоре после этого наступает летнее межсезонье, и только в начале eFootball 2023 появляется какой-никакой сезонный футбольный контент. Грубо говоря, спекулировать перед Мундиалем 22 года было особо-то и не на чем, поэтому и ноябрьское обновление тогда и вызвало определенный ажиотаж. Тогда как сейчас eFootball уже устоявшаяся игра, доходы которой растут от определенных легенд. Ведь именно во время выхода Пеле, бигтаймовского Месси, Ибрагимовича и был по сути самый ощутимый всплеск доходов. С другой же стороны, в 2022 году не было бы того ажиотажа, если бы Konami не предложили новый контент взамен тому, что уже был в игре. И они предложили. Ведь именно тогда в игре дебютировали бигтаймовские карточки, которые в дальнейшем стали неотъемлемой частью игры в последующих частях. Тогда как для фри-то-плейных игроков выкатили не один и даже не два, а целых 4 премиум пака со сборными, которые имели те же самые бигтаймовские карточки. С уникальными празднованиями, так еще и с ретро-формами. И теперь забываем про прекрасное далекое и возвращаемся в настоящее время. А что может предложить, по сути, та же самая компания в честь чемпионата мира, но спустя 4 года? Глобально ничего на самом деле. Это какой-то позор? Единственное нововведение – более глобальное введение количественного буста, который увеличивает показатели в зависимости от количества определенных игроков в составе. Ранее он фигурировал только в паках партнерских лиг, таких как Турция, Япония, Бразилия и других. И знаете, там это было еще более-менее актуально, нежели сейчас. Шоу-тайм-наборы с участием лучших игроков этих лиг выходили чуть ли не ежемесячно, и за все это время можно было собрать играбельную тиму с высокими цифрами. И по сути эти бы шоу-таймы друг друга дополняли. Тогда как сейчас, ну вот допустим, выйдет шоу-таймовский Холланд. Да, крутой, но где вы найдете еще 8 норвежцев, помимо Сёрлота и Эдегара, чтобы активировать ему буст на полную мощность? И получается так, что контент по актуальным матчам чемпионата мира выходит, шоу-таймовские наборы, игроки дня, но из-за бустеров они мало кому интересны. В плане цифр, даже теоретических, они недалеко ушли.
Не лучшая ситуация и с эпическими футболистами. Знаю, это может прозвучать неоднозначно, из серии «Да ты, чувак, совсем зажрался там», но я не иронично считаю, что перед стартом чемпионата мира можно было бы договориться с новыми легендами, чтобы можно было выпустить их в игре. Я даже не говорю про Роналдо, Анри и Зидана, как будто бы и без них не было интересных игроков на чемпионате мира. Ибо большинство из тех игроков, которые мы успели увидеть в игре, не то чтобы сильно интересуют. Ну кто там? Ривалдо, Бекс, Инзаги, Гётце, Клозе. Футболисты, безусловно, классные, но настолько же неинтересные в игре. А если в каком-то смысле и интересные, как Гётце, например, то тратить свои кровные ради новенького игрока, который, ну не то чтобы смотрится сильнее на фоне других игроков на аналогичной позиции, ну тоже как-то не хочется, знаете ли. Или бигтаймовские карточки. Можно было бы, например, выпустить по-настоящему интересные карты с участием партнеров. Иньесты и Фарлана 2010 года, Месси 2022 года и так далее. А что мы имеем по итогу? Рональдиньо и Лам. Жалко мне ваших биг-таймов. Что ты сказал про моего биг-тайма? А? Ну, нет, не подумайте, это тоже крутые карты, но чем они отличаются от эпических? Например, Лам от своего предыдущего эпического релиза вообще ничем, если мы не учитываем навыки. Да и Рональдиньо при всей помпезности бигтаймовских карточек можно было бы нарисовать цифры и побольше, в конце концов это бигтайм. Например, Кройфу 26-й части вообще не постеснялись поднять цифры, учитывая, что он эпик. Особняком всего этого летнего фарса стоит раздача. Июньская раздача, которой и не было как таковой, если не принимать во внимание Джерарда за товарки. Кто падет товарку? Надо забрать Джерарда, добавляйтесь, друзья, золотой гол, быстрей, быстрей, быстрей! И июльская раздача. Раздача говна, если честно. Причем я смотрю на этих игроков не с точки зрения донатера, который успел поиграть за множество эпиков и бигтаймов, а через призму того же фри-то-плейного игрока. В конце концов, бездонатный твинк у меня все еще остается. И вот даже будучи на нем, я смотрю на это и даже говорить ничего не хочется. В принципе, на втором канале уже достаточно сказал. И по итогу получаем какую-то более будничную кампанию, нежели мы ожидали изначально, несмотря на то, что это чемпионат мира, который проходит раз там в 4 года, потому что по своей глобальности кампания в 23-й части тоже не была прям какой-то большой, но в то же время она чем-то завлекала, она чем-то удивляла, и что самое главное, она привносила какой-никакой новый контент, который в будущем в игре прижился. Можно ли так сказать про карточки игроков дня, про шоу-таймов с этим вторым бустером? Ну, я сомневаюсь. Также учитываем тот факт, что среди эпических игроков мы по сути наблюдаем все те же самые перевыпуски, только от сборных, и как результат не то чтобы большие доходы за первый летний месяц во время проведения чемпионата мира. В глобальном смысле для самих Konami это ничего не значит, потому что игра все еще приносит доход, она приносит намного больше, чем та же самая мобильная версия FIFA, но в то же время это не совсем очевидный, но все же заметный такой взгляд на то, что игра в каком-то смысле стагнирует. Она все еще выпускает новые паки, она создает какой-никакой контент, но интереса к этому контенту с каждым разом как будто бы становится все меньше и меньше. Но думаю, что это тема для отдельного разговора, который, как мне кажется, ждет нас не за горами.